Капитуляция или хитрый план? Москва внезапно предложила НАТО то, от чего раньше сама открещивалась годами. Кремль готов юридически закрепить обещание не нападать, но выставил счет, который может изменить карту Европы. Кто и как продавил историческое решение? Борьба за остров началась. То, что задумывалось как шутка, теперь стало прямой угрозой суверенитета. Спецпосланник назначен, мандат на присоединение выдан, а страна уже срочно вызвала послов. Тайные архивы и исчезающие файлы. В США разгорается скандал, способный похоронить последнюю репутацию всей верхушки страны. Минюст в спешке чистит документы, а прокуроры обещают показать все. Каждое фото и каждое упоминание. Его фамилию пытались стереть из истории самого грязного дела десятилетия. Роскомнадзор выключает все. Что случится со связью в России через несколько дней и как не оказаться в каменном веке? Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 23 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Или это уже капитуляция, или история повторяется. Кремль внезапно предлагает подписать договор, но не о мире с Украиной, а о том, чтобы юридически не нападать. Замглавы МИД РФ говорит, что Россия готова закрепить в соглашении отсутствие планов атаки на ЕС и НАТО, и увязал это с, цитирую, урегулированием нынешнего кризиса на принципе равной и неделимой безопасности. Конец цитаты, что бы она ни означала. Россия не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели. Как уже говорилось президентом России, мы даже готовы зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности. Рябков увязал свое заявление с недавними словами генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к войне, назвав такую риторику безответственной. Мир уже близко, но именно сейчас все может сорваться. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что переговорщики ближе к миру, чем когда-либо за всю войну, и что остались самые тяжелые последние 5%. Он связывает прогресс с давлением санкций на российскую нефть и работой американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа, которые, по его словам, пахали круглосуточно, чтобы свести позиции сторон. В Берлине у нас было два ключевых вывода. Первый заключался в том, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были едины в нашей решимости добиться справедливого и прочного мира и работать сообща. А второй — в идее гарантии безопасности для Украины. Так что мы вроде почти как достигли цели, но, знаете, все еще остаются самые трудные 5%. Но Стуб предупреждает публично, Москва держит жесткий тон, а за закрытыми дверями может торговаться. Так обычно и бывает в дипломатии, говорит он. При этом настаивает, что цель правителя России по сути не менялась — уничтожить украинскую государственность. Если Москва в итоге отвергнет рамку сделки, согласованную Украиной, Европой и США, Стуб призывает закручивать гайки еще сильнее, потому что, по его словам, санкции работают, включая удары по нефтегигантам. А Лукашенко тем временем спалил точное количество орешников, которые планируется разместить в Беларуси. Даже по его версии это не арсенал, а ограниченная партия. И вопрос, похоже, упирается не в обещания, а в реальные поставки. Десяток это будет максимум. Но будет? Конечно. При этом Лукашенко сам же раньше путался в цифрах. То говорил про десяток, то называл это шуткой и утверждал, что достаточно одного комплекса. На фоне этих заявлений Кремль параллельно обещает поставить орешник на боевое дежурство до конца 2025 года. Времени все меньше. А Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что комплекс уже заступает на боевое дежурство в Беларуси. Очередной скандал, который касается главы РПЦ. Снова не по правилам, но правила, они ведь для рядовых, а не для командного состава. У так называемого патриарха Кирилла снова всплыла квартирная история, но теперь с личным подтекстом. Расследователи проекта утверждают, у него есть давняя спутница Лидия Леонова, и эти отношения якобы длятся более полувека. Женщина живет в его московской квартире, сопровождает его в поездках и, по версии авторов, фактически выполняет роль гражданской жены. И миллионы
Ларионовой уже звучала публично в 2012 году в скандале вокруг элитной квартиры в доме на Набережной и иска из-за строительной пыли на почти 20 миллионов рублей. Тогда ее назвали роднёй, но теперь журналисты пишут, что подтверждения этому нет, и именно это делает историю токсичной для РПЦ, где у высшего духовенства такие связи канонами запрещены. История снова поворачивает туда, где Белому дому хотелось бы меньше шума. В прокуратуре теперь обещают выложить все, что касается Трампа, после того, как с сайта Минюста успели исчезнуть 16 документов. Замгенпрокурора США в эфире NBC News заявил, что каждое упоминание и каждая фотография Дональда Трампа в материалах по Эпштейну будут опубликованы. Единственное исключение, которое он подчеркнул, это данные жертв и выживших, по которым можно установить личность. Их нельзя публиковать. Надеюсь, все понимают, если он, цитирую, есть в файлах Эпштейна, это не потому, что он имел какое-то отношение к ужасающим преступлениям, точка. Но да, если упоминается президент Трамп, если у нас есть фотографии президента Трампа или кого-то еще, они, конечно, будут обнародованы, за исключением любых жертв или тех, кто выжил, которых мы идентифицировали. Трамп, как утверждается, озвучивал такую мысль и до выборов, и после, а именно «мне нечего скрывать». Но в сети пошли еще дальше и говорят, что вот если бы Трамп был президентом, то файлы Эпштейна опубликовали бы полностью. Шутка, в которой есть доля конспирологии? Пишите в комментарии, что думаете, почему файлы то пропадают, то появляются. Хакеры, похоже, пытаются унести весь магазин вместе с витриной. Пиратская группа Аннас Архиев заявила, что соскребла каталог сервиса Spotify и готовит раздачу почти всей библиотеки. Речь идет о десятках миллионов треков и массиве данных объемом около 300 терабайт. Spotify признает инцидент, но осторожничает в формулировках. Компания говорит, что третья сторона выгребла публичные метаданные и незаконными методами обошла все защитные механизмы, получили доступ к части аудиофайлов. Масштаб, который рисуют хакеры, Spotify пока не подтверждает и заявляет, что расследование продолжается. Сдвиг в сторону мира или уступки Москве? В Верховной Раде Украины формируется рабочая группа по оперативному рассмотрению вопроса о возможном проведении выборов президента Украины во время военного положения. Но выборов еще нет, а в России уже готовится их не признать. Элла Панфилова соглашается с украинскими политиками. Под обстрелами выбирать такое себе, но остановить войну не просит. Ну, хорошо бы. Но только кто будет проводить, как? Там настолько сейчас все архаично и хаотично, что если даже что-то они и попытаются сделать, то это будет в большей степени имитация и профанация. Ну, как я вижу это. Далекая от действительно демократичных прямых выборов. Правда, и в Украине готовы идти на поводу у РФ. Ну, или это очередное поразительное совпадение. Ранее президент не один раз говорил о том, что проведение выборов во время войны не просто запрещено действующим законодательством, но и небезопасно. Правда, глава его фракции говорит, что работа над этим идет. Согласно предварительной договоренности в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. Кремль заранее отвергает легитимность любых выборов в Украине без своего контроля, реагируя таким образом на заявление Зеленского. Пока война и кризисы давят со всех сторон, российский диктатор устроил для лидеров СНГ и Лукашенко показательный культурный выезд в Эрмитаж. В Петербурге им включили павлина 18 века. Это часы, которые обычно запускают по расписанию, но тут сделали исключение. Экскурсию водили вдвоем сам Путин и директор музея Михаил Петровский. А дальше дипломатический сюжет с уколом. Путин отдельно поговорил с премьером Армении Николом Пашиняном. Кремль хвалился ростом товарооборота и планами по энергетике, а Пашинян благодарил за поддержку мирного процесса с Азербайджаном и назвал историческим событием запуск прямых ЖД-маршрутов в Армению через Азербайджан. Созрела и повестка восстановления некоторых других железнодорожных участков в нашей стране. И на этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент в Петербург не прилетел. Хотя еще накануне Песков уверял, что его ждут и готовят отдельную встречу.
Трамп не может отстать от Гренландии. Теперь он назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником США по острову и заявил, что Гренландия крайне важна для нацбезопасности. Лэндри назвал роль добровольной и написал, что для него честь добиваться того, чтобы Гренландия стала частью США. Копенгаген ответил жестко. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского посла и назвал происходящее полностью неприемлемым. Жестко так. Меня глубоко возмутила новость о том, что президент назначил специального посланника, и особенно меня возмущает, и я считаю совершенно недопустимым то, как этот специальный посланник сейчас высказывается так, будто у него есть мандат сделать Гренландию американской. Я нахожусь здесь, на Фарерских островах, и Гренландия принадлежит королевству, и это словесная атака на суверенитет королевства, и, разумеется, это абсолютно недопустимо. Премьер Дании Метте Фредериксон и премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсен отдельно подчеркнули: вы не можете аннексировать другие страны, и Гренландия принадлежит гренландцам. Блэкауты уже не только в Украине. Во тьму на часы погрузился Сан-Франциско. В одном из самых технологичных мегаполисов мира свет пропал сразу у 130 тысяч абонентов, почти у трети города. Причина – пожар на подстанции. Город встал, потухли светофоры, остановился транспорт, беспилотные такси застряли на перекрестках, магазины закрывались в разгар сезона, больницы и связь работали на резерве. Свет вернули не всем. Вот так один пожар, и умный мегаполис внезапно оказался удивительно уязвимым. В России с минуты на минуту могут заблокировать YouTube и WhatsApp полностью и окончательно. Последние уже срочно замедлили на 80%. Роскомнадзор заявляет, сервисам, которые не исполняют российские законы, места больше нет. Пользователям заранее посоветовали переходить на другие национальные сервисы. А мы советуем вам никуда не переходить и оставаться с нами. Обязательно подключайте наш VPN, чтобы быть на связи всегда. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. А в завершение немного праздничной атмосферы из польского города Забже. Там танк «Леопард», обвешанный гирляндами, выехал на улицу. Оказалось, что это один из экспонатов местного музея военной техники. О реакциях местных жителей можно только догадываться. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.